Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. Сегодня хочу вам рассказать, что это за аппарат, а конкретно Bosch PFS 5000E, где его используют, для чего и зачем. Если вы занимаетесь профессиональным ремонтом, я думаю, что такая вещь в вашем арсенале будет не лишней. Это зеленый цвет Bosch, как все знают, якобы не профессиональный инструмент. Ну понятно, мы не будем сравнивать это там с компрессором каким-нибудь, который дует там 400 литров, либо это будет граковский какой-нибудь аппарат безвоздушный. Это обычный электрический краскопульт. Что у него есть? У него, по-моему, мощность 1200 Вт. Здесь регулируется мощность подачи воздуха, потока воздуха, то есть больше-меньше. Я обычно всегда на минимуме работаю. Этого вполне хватает. Ну или если покраска идет на половину мощности. Где я использую этот краскопульт? Это грунтовка, это 100%, это безоговорочный как бы плюс, потому что руками, валиком, ну здесь скорости несоизмеримые. То есть 100 квадратов вы, грубо говоря, там будете полдня грунтовать валиком, кисточкой, ползать, лазить. Это все можно сделать, не знаю, ну, полчаса от силы со всеми там переливаниями грунта и так далее. То есть на грунтовке это незаменимый аппарат. Покраска, крашу, если большие объемы, то есть у вас квартира как минимум там двухкомнатная, трехкомнатная, тоже есть смысл красить потолки. То есть мы подготовили потолки, стены, там, допустим, под покраску все заклеили, завесили и покрасили. Тоже скорость, преимущество огромное. Что я еще им делал? Допустим, здесь, на этой мансарде, когда-то крыша делалась, тоже обрабатывал доски, пропиткой, антигрибком. Можно красить стены, заборы. Ну, все, что красится валиком и кисточкой, можно красить вот этим аппаратом. Я даже слышал, что некоторые умудряются товарищи и машину им покрасить. Ну, там, наверное, такая машина и такая покраска. Понятное дело, что для покраски автомобиля не очень подойдет. Емкость здесь литровая, нет, на 800 грамм емкость. Этого хватает вот так для работы, как бы в квартире за глаза. Шланг довольно длинный, по-моему, 4 метра. Давайте так, я вот про его технические характеристики можете сами прочитать в интернете. Я это не запоминал, я вам хочу показать именно в работе, что он из себя представляет. То есть всего хватает. У вас, я его ласково называю пылесос. Пылесос стоит на полу. Шланга везде хватает, чтобы вы могли спокойно им работать. Есть еще точно такой же, только PFS 3000, по-моему, E. Там уже эта приблуда, этот пылесос вешается на плечо, он поменьше в размере, и вы уже с ним ходите и там поливаете. Это же стоит на полу, тут колесики, то есть она двигается. За собой его таскаете и грунтуете, красите там что надо. Еще большой плюс — покраска плинтусов. Вот тоже. Кисточкой, валиком, у меня даже есть видео на канале, кому интересно, можно красить, но это долго, не так качественно, не так красиво получается. Все равно, чтобы покрасить без разводов от кисточки плинтус, сами знаете, это очень муторное, долгое занятие. Здесь плинтус приклеил на потолок, если это натяжной потолок, завесился, открасил его, или сначала на полу покрасил, потом приклеил и уже окончательно его докрасил. То есть для плинтусов тоже незаменимая вещь. Краскопультом плинтуса красит вот то, что надо. Еще, значит, я сказал, здесь регулируется подача воздуха, давление. Здесь у нас какие регулировки? Здесь то же самое. Курок. Вот здесь 5 положений есть курка. Но это то же самое давление. То есть каждое положение дает нам давление. То есть повышает или понижает. То есть курок больше нажимается или меньше. Здесь у нас находится сопло. Вот сопло здесь стоит, их 3 штуки здесь в комплекте, вот здесь крышечка, ее открываете, еще 2 дополнительных плюс ёршик для прочистки этого сопла. Но они здесь, по-моему, разного диаметра. Я, честно говоря, столько лет он у меня, я никогда вот этими другими не пользовался. Здесь вроде бы диаметр отверстия, диаметр сопла больше, но здесь большое мне не надо, для грунтовки, для покраски хватает самого маленького. То есть вот, все разбирается, вы разобрали, промыли, обратно собрали. Факел тоже в 2 направлениях можем ставить. То есть факел в этом направлении дует горизонтально, вот в этом направлении вертикально. Я работаю горизонтально, мне больше нравится, он у меня вот так стоит, в таком положении, горизонтально. Точнее, вертикальном.
На примере грунтовки я хочу вам сегодня показать, как это все работает. Все элементарно просто. Так, здесь не обращайте внимания, трубочка это у меня вообще стиральной машины, потому что родная потеряли, не потерялась, а потеряли некоторые товарищи. Вот тогда инструмент поработать и потом сам мучайся, ремонтируй. Кстати, запчастей я пытался найти, были как-то запчасти, вроде на сайте нашел, заказал, мне потом ответ пришел, что запчастей нет. То есть учитывайте, имейте в виду, что, ну, по крайней мере, я не нашел. Может быть, кто-то знает, где можно на него находить запчасти. Но запчасти вам тоже никакие здесь не нужны. Здесь единственное стоит воздушный фильтр, вот там крышечка, ее открыли. Что он из себя представляет? Да просто любая губка, там поролон, я не знаю, вырезал кусочек и вставил. Но я его еще ни разу не менял, просто если работаете в пыльном помещении, идет шлифовка, там работа какая-то. После ремонта взяли, фильтр продули, промыли и назад поставили. Здесь, я думаю, сами разберетесь. Открыл, закрыл. Здесь положение есть закрыто, открыто. Это, я думаю, и дураку понятно. Так, для грунтовки еще раз ставлю на самый минимум на самом пылесосе подачу воздуха. Здесь курок тоже на первое положение ставлю, чтобы минимально. То есть, если больше ставим, вылетает просто грунт, очень много грунта и расход большой получается. А так надо по минимуму, этого хватает. Вы сейчас увидите, в принципе, как это все работает. Еще есть небольшой плюс. Здесь, когда мы выключаем аппарат, идет отсюда сильный поток воздуха. Это дополнительно, плюс мы обеспыливаем стену. Можно обеспылить стену, а потом начать грунтовать. Грунтовать желательно в маске, в очках, потому что мелкая пыль, мелкие капельки все равно летят. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.
Я думаю, что по скорости работ вопросов здесь не возникает. Этот аппарат себя отрабатывает на 100%, так что можете смело брать, никаких проблем, поломок с ним не было у меня. Он работает уже, наверное, 4 или 5 лет без происшествий. Всем спасибо за просмотр. Кому видео было полезным, не забываем ставить палец вверх. Всем пока, скоро увидимся. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that.